Привет, друзья! У меня 2500 видеозаписей на канале YouTube. И иногда там сложно разобраться, с чего начать, так как непонятно где и что. Поэтому я решил создать такое видео для новичков. Видео по основам. Если вы здесь впервые, если ваши друзья или родственники недавно узнали о моей программе, то начать надо с этого видео. Итак, а теперь я вкратце расскажу суть. Кето или кетоз. Что это означает? Когда вы сжигаете жир, он распадается на так называемые кетоны, и тело затем может использовать их как топливо. Ваше тело может работать на кетонах, и этот источник топлива гораздо полезнее сахара, который использует большинство людей. Это чистое топливо. У него есть много других преимуществ, о которых я рассказываю в других видео. Итак, кетоз, по сути, это когда вы сжигаете жир. Здоровый кетоз — это разновидность обычного кетоза, но в нем есть свои особенности. Я использую такой принцип. Вы не худеете, чтобы стать здоровым. Сначала вам надо стать здоровым, и затем вы можете похудеть. И в плане питания, чтобы стать здоровым, телу нужно получать все необходимые питательные вещества. Нужно есть качественную пищу, в которой содержатся все необходимые питательные вещества. Так что я рекомендую так называемый здоровый кетоз. Это разновидность кетоза. Следующее, что я рекомендую, это так называемое ИГ. Что же это такое? Это интервальное голодание. Это вовсе не диета, это распорядок того, когда нужно есть и когда не нужно есть. То есть вместо 3 или 6 приемов пищи в день или перекусов, есть нужно реже. Вы спросите, почему? Потому что каждый раз, когда вы едите, происходит выброс инсулина. А слишком много инсулина в организме — это очень опасно. Поэтому с помощью здорового кетоза и интервального голодания мы пытаемся снизить уровень инсулина в организме. Не до нуля, а просто избавиться от его излишка. У подавляющего большинства людей в организме избыток инсулина. Просто дело в том, что они не сдавали такой анализ. Врачи обычно проверяют уровень сахара и глюкозы в крови, а уровень инсулина натощак не проверяют. На эту тему я говорил в предыдущих видео. Если хотите, можете взглянуть. Но суть в том, что мы стараемся снизить уровень инсулина, а для этого необходимо есть реже. Скажем, можно начать с 3 приемов пищи в день, без перекусов, а затем перейти на 2, тоже без перекусов. Это и будет интервальным голоданием. А кто-то ест 1 раз в день, но смысл в том, чтобы есть реже. Не в том, чтобы уменьшить количество калорий. Да, калорий вы тоже будете потреблять меньше, но мы стремимся не к этому, а к тому, чтобы есть реже. Ведь телу нужны необходимые питательные вещества, и определенное количество калорий нам все же нужно. Что интересно, при интервальном голодании, поскольку вы едите реже, телу уже не нужно так много питательных веществ, поскольку тело начинает больше откладывать их про запас. И это идет во благо. Поэтому при двухразовом питании вам уже не нужно будет так много питательных веществ, как при 3-разовом питании, потому что организм приспосабливается. Некоторые беспокоятся, что потеряют мышечную массу. Так вот, в интервальном голодании еще интересно то, что резко повышается уровень определенных гормонов, например, гормон роста, и это не дает терять мышцы. То есть тело начинает откладывать про запас еще и белки. Поэтому мышечную массу вы не потеряете, кто бы что ни говорил. Итак, чтобы снизить инсулин, нужно помнить 2 основные вещи. Урезать углеводы, сахар, простые углеводы, зерновые, макароны, хлопья, печенье, вафли, соки, алкоголь. На эту тему у меня много видео, но сейчас я говорю об этом вкратце. И второе правило — есть реже. Когда мы едим меньше углеводов и едим не так часто, наше тело учится сжигать жир. Происходит сдвиг на клеточном уровне. Тело начинает использовать в качестве топлива не сахар, а жиры. А когда в вашем рационе слишком много углеводов, то инсулин связывает их и превращает в жир. И сейчас большая часть жира в вашем организме — это как раз результат потребления углеводов, а не жиров.
Кроме того, люди часто не осознают, что когда инсулина слишком много, то от жира не получится избавиться. Если у вас такой упрямый метаболизм, и вы никак не можете похудеть, то у вас слишком много инсулина. Можно ли это как-то быстро проверить? Конечно. Просто взгляните вниз. Если там видно живот, то у вас избыток инсулина. Ведь симптомы повышенного инсулина — это как раз жир в области талии. Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, усталость, особенно после еды, снижение когнитивных функций, отсутствие концентрации, плохая память, также резкие перепады настроения, раздражительность, иногда депрессия, ворчливость, а это уровень сахара в крови, тяга к углеводам, постоянное чувство голода, особенно между приемами пищи. Когда вы переводите тело в режим сжигания жира, и оно занимается этим между приемами пищи, ведь оно раньше не сжигало жиры, а работало на сахаре из вашего рациона. А теперь, когда вы сжигаете жир, ура! У вас нет больше чувства голода. И поверьте, этой системе несложно следовать, ведь голода больше нет. Вот почему здоровый кетоз и интервальное голодание очень успешны в долгосрочной перспективе, и вы в состоянии поддерживать этот режим. У вас нет постоянного чувства голода. Если вы поищете слово «кетоз» в интернете, вы можете наткнуться на круговую диаграмму. На ней будет написано 20% белков, может быть 70 или 65% жиров в плане общего числа калорий и 5% углеводов. Многих людей это просто путает, потому что приходится высчитывать калории, переводить их в граммы и так далее. Гораздо проще будет так. К примеру, вот это ваша тарелка. Половину тарелки должны занимать овощи и салат. Вот так. Четверть тарелки — белки. И еще четверть — жиры. 65-70% жира. Не многовато ли? Не забывайте, что 1 грамм жира более чем в 2 раза калорийнее, чем 1 грамм углеводов или белков. Поэтому не обманывайтесь. На самом деле по объему жир занимает лишь четверть этой тарелки, и большая его часть идет вместе с белками, так что это не так много, как кажется. И еще вот здесь немножко углеводов. Все на самом деле очень просто. Согласны? Суть здорового кетоза и интервального голодания не только в том, чтобы похудеть, а в том, чтобы оздоровить организм, снизить воспаление, улучшить ваши когнитивные функции, улучшить ваше настроение в целом и заставить тело работать как часы. Что ж, вот вам основы. Теперь можете посмотреть остальные видео. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео.